Приветствую вас, друзья! Сегодня, 6 августа, 77-я годовщина бомбардировки Хиросимы, а через 3 дня будет 77-я годовщина бомбардировки Нагасаки. Это единственные за всю историю бомбардировки с применением ядерного оружия, которые унесли сотни тысяч жизней. Урановая бомба «Малыш» Little Boy весом 4 тонны была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года в 8:15 утра со стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-29 с бортовым именем Энола Гей. Бомба взорвалась с энергией эквивалентной 16 тысяч тонн тротила на высоте около 580 метров над зданием промышленной палаты Хиросимы. Хиросиму выбрали как цель из-за того, что там находился центр армейских складов, военный порт и место расположения Генерального штаба военно-морского флота и штаба 2-й армии. На Нагасаки 9 августа 1945 года в 11:02 была сброшена бомба под кодовым названием «Толстяк». Она весила 4 тонны 600 килограммов, работала на основе распада плутония-239, а мощность ее взрыва составила около 21 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Нагасаки была выбрана как запасная цель, но так как в тот день над основной целью городом Кокура была облачность, то было принято решение бомбить Нагасаки. Этот город представлял собой крупный морской порт и промышленный центр, в котором были сосредоточены сталелитейное производство и верфь Mitsubishi, торпедное производство, а также заводы по изготовлению орудий, кораблей и другой военной техники. Напомню, что первое в мире успешное испытание атомного оружия было произведено всего за 3 недели до Хиросимы. 16 июля на полигоне в штате Нью-Мексико была взорвана атомная бомба мощностью 21 килотонна в тротиловом эквиваленте. 26 июля правительства США, Великобритании и Китая подписали Потсдамскую декларацию, в которой было изложено требование безоговорочной капитуляции Японии. Япония, в свою очередь, от капитуляции отказалась. 9 августа 1945 года, в день нанесения ядерного удара по Нагасаки, Советский Союз объявил также войну Японии. 14 августа японский император Хирохита записал свое заявление о капитуляции, в котором упомянул атомные бомбардировки. Цитирую: «К тому же в распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести много невинных жизней и нанести неизмеримый материальный ущерб. Если мы продолжим сражаться, это не только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и к полному исчезновению человеческой цивилизации». Споры о целесообразности этих бомбардировок продолжаются и по сей день. Сторонники бомбардировок утверждают, что они были причиной капитуляции Японии и предотвратили значительные потери с обеих сторон при планировании вторжения в Японию. Что руководство Японии отказалось капитулировать, и бомбардировки помогли сдвинуть баланс мнений внутри правительства в сторону мира. Противники бомбардировок утверждают, что в них не было военной необходимости, что они были аморальны и что основной целью атомных бомбардировок было влияние на СССР перед его вступлением в войну с Японией на Дальнем Востоке и демонстрация атомной мощи США. В японских же школах рассказывают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки однобоко, не говоря ни слова о вторжении и зачастую жестоком обращении Японии, Корейского полуострова, значительной части Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Не рассказывают о событиях Нанкинской резни в 1937-1938 годах, ни о жестоком обращении Японии с военнопленными стран-союзников США, ни о принудительном угоне женщин для утех из Кореи. И только вскользь упоминают о нападении Японии на Пёрл-Харбор. То, что случилось в Хиросиме и Нагасаки, было ужасно, но японцам не объясняют, что это произошло не случайно. На данный момент, будучи союзником США, Япония, по иронии судьбы, полностью полагается на ядерные силы Вашингтона. Согласно существующим договоренностям, США должны обеспечить защиту своего союзника в случае нападения врага.